режима полной изоляции объекта, как мы выяснили, это 2 недели. Ну, собственно, если у нас будет регенеративное устройство. А как думаете, сколько нужно будет сидеть в таком объекте после ядерного взрыва? Ну, когда будет безопасно выползти, чтобы эвакуироваться куда-нибудь? Ну, лет 150, наверное. Лет 150, оптимистичненько. То есть даже 2 недели, как бы такие чисто, ну, 2 недели сидишь, там думаешь, как ты жил, вот, и все. И на 14-й день ложишься и закрываешь глаза. Так, еще вариант есть. Безопасно без противогаза или безопасно? Не, средства индивидуальной защиты с противогазом. Со средствами защиты? Конечно. Тогда... 50 лет, да? Ну, пару месяцев точно. Пару месяцев, 150 лет. Кто даст больше, кто даст меньше. Ну, если прям со всем оборудованием, то лет 10, наверное. В общем, ставки принято, там больше. Вообще, главная задача таких объектов – это не спасать нас от последствий ядерного взрыва, а спасти в самый страшный момент, то есть момент самого взрыва. Все, что после, вообще не такое, как мы привыкли считать, поэтому даже близко никто не приблизится к правильному ответу. Собственно, связано это с тем, что есть такой прекрасный закон радиоактивного распада после ядерного взрыва. И что мы из него имеем? Вот у нас 100% уровень радиации, момент самого взрыва. Самое страшное, самое неприятное. Дальше, как видите, уровень радиации резко уходит вниз, и уже через 24 часа остается всего лишь 5% от изначального количества радиации в момент взрыва, что уже в целом неплохо и хорошо. Через 48 часов остается всего лишь 1%, который собрано нам нанести не сможет. И, собственно, средства индивидуальной защиты спокойно выбираемся на поверхность и эвакуируемся куда-нибудь дальше. Именно поэтому практически все гражданские объекты рассчитаны на 48 часов пребывания в них человека. За это время успевают осесть почти вся пыль, прогореть все пожары, в общем, становится прям приятно, хорошо и мило. Главное, особо не останавливаться. Так вот, прежде чем перейдем дальше, хочу еще заметить такой важный момент. Между взрывами атомных блоков и атомных электростанций есть прям такая серьезная разница. Хотя это вот вроде две стороны одной медали. Просто в бомбе надо, чтобы и мы как бы, в ситуации разберемся как-то дальше, поэтому, собственно, там изотопы с короткими периодами полураспада. А в энергетике надо наоборот, чтобы вот это вот происходило долго, контролируемо, вода грелась, турбина крутилась, электроэнергию вырабатывала. Поэтому там наоборот изотопы с очень длинными периодами полураспада. В протяжении моих слов несколько нагляднейших примеров из истории человечества. Первый — города Хиросима и Нагасаки. 45-й год, бомбардировка и первая, и второго, и от них там по факту в итоге почти ничего не осталось, несколько уцелевших строений. Но если мы посмотрим на их нынешнее состояние, то сейчас у них вообще все хорошо. Дома строили заново, люди лишними руками и ногами не обзавелись, от онкологии тоже вроде как не особо страдают. Потому что в среднем полный распад после бомбы составляет около 140 суток. То есть спустя этот период в плане радиации вообще никаких не остается, и там можно продолжать заново жить. Другой пример – это наиболее известная авария на атомных электростанциях Фукусима-1 и Чернобыль. И вот и туда мы не будем возвращаться еще в довольно продолжительный период времени, потому что уровень радиации там все еще, мягко говоря, для человека не полезный. Но такой бонусный факт – это Мария Складовская-Кюри, мать радиации. Так вот, ее после останки будут хранить еще в ближайшие 1500 лет. И лежит она, соответственно, в свинцовом гробу. Так что, если вдруг у вас однажды на руках окажутся какие-либо радиоактивные материалы, пожалуйста, ни в коем случае не употребляйте в пищу. Суперчеловеком от этого не станете, скорее всего, просто кончаете в ужасных муках, поэтому не надо. А еще там хранить вас тоже не очень удобно. Свинцовый гроб, сами понимаете. Так вот, вернемся к теме разговора. Минут через 20-40 после взрыва уже можно писать разведчика. Вот в таком прекрасном зеленом костюмчике ОЗК. При себе у нашего коллеги будет иметься такой аппарат. Называется он рентгенометр. Но иногда его обзывают счетчиком Гейгера, иногда дозиметром. Ну, как ты его не засуть-то в одном? Я вижу, что он слышно. Характерный радиоактивный так называемый треск. Так вот, каждый такой треск – это один зафиксированный полураспад. Но паниковать рано. Это всего лишь тумблер от советского самолета. Из радиоактивного только маленькая белая точка на самом конце этого переключателя. Это светомасса постоянного действия. Краска, в составе которой есть радий. За счет смешения радия с люминофором все это длилось около 10 лет. И широко такая краска применялась вплоть до 60-х годов прошлого века. Ну а потом, видимо, осознали, что огромное количество радиации вокруг человека совсем вообще в него безопасно не действует. Поэтому, собственно, перестали применять. В связи с чем, собственно, и тумблер уже тоже не светит. Ну, фонит еще, как видите, очень хорошо. Собственно, в начале прошлого века людям казалось, что радиация классно, полезна, нужна всем. Женщинам, мужчинам и детям. В еде, в косметике, в одежде, в бытовой утвари, в детских кружках. В общем, она была повсеместна. Время было довольно увлекательно. И оно дает очень красивый факт. Например, вот эта конфетница из уранного стекла. Соль урана в составе стекла отвечает за его красивый, насыщенный, такой ярко-желто-зеленый цвет. И да, она радиоактивна. Но вообще использовать ее в быту безопасно. Ничего страшного ни с вами, ни с конфетами не случится. А еще у нее есть бесполезное, но красивое свойство. Светится в ультрафиолете.
вот как раз таким зеленым свечением и принято описывать радиацию. Но это не что иное, как реакция залива на ультрафиолет. Причем не все, что радиоактивно, будет светиться в ультрафиолете. И не все, что светится в ультрафиолете, соответственно, радиоактивно. К сожалению, этим словом у меня есть еще один экспонат. И выглядит он как камень. Камень. Ну, как вы понимаете, у него есть подвох. Подвох называется минералом, сейчас найдем красивую сторону, как видите, тоже очень красиво светится в ультрафиолете. Иногда его ошибочно из-за этого свойства считают урановой рудой. Он и не является, Россию в принципе можно найти только на Кольском полуострове, в то время как урановую руду можно найти в чуть большем количестве регионов страны. В свободное время можно еще раз посмотреть, как все это светится. Кнопка для включения фонарика вот здесь в торце. Пожалуйста, не забывайте его выключать, потому что иначе следующей группе красоты не достанется. Также в свободное время можно измерить уровень радиации на подушку, в телефоне, что еще, или кого мало вдруг вы подозреваете в радиоактивности. Для этого прикладываем к следующему вот этому небольшому овальчику, и если кричит, значит радиоактивно. Не кричит, поздравляю, все очень хорошо, жить будете долго и счастливо. Ну что ж, пойдемте обсудим связь и проблемы нашего разведчика и наследия. Так вот, после того, как наш разведчик побывал на поверхности, просто так взять и запустить к нам в объект, как он есть, мы не можем. Для него неизбежно либо радиоактивная пыль, либо боевые отравляющие вещества. И что первое, что второе, нам на траве совершенно точно не нужно, а вот разведчик пригодится. Поэтому прежде чем запускать его в сооружение, его необходимо деактивировать, либо же дегазировать, в зависимости от того, что случилось. То есть, по факту, просто смыть с его одежды все вот эти вот неприятности, которые на него могли налипнуть. И вариантов для таких мероприятий очень много разных. Но один из самых популярных на территории Советского Союза и на постсоветском пространстве по сей день остается порошок СФ2У. Более подробно система деактивации дегазации можно изучить его на самостоятельно в свободное время. Там представлены самые различные наборы на разных действующих веществах, которыми при желании хоть себя, хоть целый мир вокруг можно привести в порядок. Далее необходимо связаться с командным пунктом и передать им данные от разведчиков, чтобы они могли ставить подробный план происходящего и заодно нарисовать на маршрут эвакуации и объяснить, как туда вообще добраться. Чтобы связаться с командным пунктом, мы выкупим с помощью подобного коммутатора. Схема работы простая. Приходит сигнал, это ведь телефонистка. Далее она у нас выясняет. А кому вообще звонят? Возможно, кто-то из вас слышал фразу «барышня Смольный». Вот как раз телефонистки, она и предназначалась. Вторым, что вам спарывать, снять нашим условным Смольным. Да? И, соответственно, и даем ему сигнал, что с ним хотят поговорить. В свободное время можно будет поговорить по этим телефонам. Достаточно поднять трубку и зажать вот эту клавишу. Ну и чтобы ваш собеседник за автором аппарата сделал ровно то же самое. Ничего крутить уже не надо. Трогать коммутатор не рекомендуется в особенности. Иногда он бьется током, и нового сотрудника сюда найдут всегда, а вот новых вас и ваших детей никогда. Поэтому, пожалуйста, обращайте внимание на вот эти красивые таблички. Они тут в первую очередь для вашей безопасности. Давайте пройдем чуть-чуть дальше. И с телефонной связи, казалось бы, все прекрасно, быстро, удобно, надежно, но передать по ней координаты, приказы и точные данные нежелательно. Это дедушка факсов. Это еще не факс, он еще не дорос, но когда-нибудь. Так вот, собственно, передавать такие вещи стоит все-таки в текстовом формате, для того, чтобы исключить возможность ошибок. Почта, как возможно, вы знаете, до сих пор скоростью не блещет, но в условиях ведения войны скорость передачи информации имеет ключевую роль. Поэтому надо было найти быстрый и удобный метод передачи текстовых сообщений и пришли к выводу, что телеграфная связь подходит на эту роль как нельзя кстати. Поэтому у нас есть парочка самых таких ходовых лошадок своего времени. Это телеграфные буквопечатающие аппараты модели D100. Собственно, давайте посмотрим, насколько быстро сообщение с этого аппарата идет на сосед. Ну, можно сказать, что практически моментально. В свободное время можно напечатать свою первую, или, быть может, не первую в жизни телеграмму. Для этого, пожалуйста, сначала ознакомиться с инструкцией, которая располагается между аппаратами, ну а далее можно приступать к делу. В связи с тем, что аппараты сейчас между собой связаны, большая просьба одновременно на двух не печатать. Прямо сложный, дорогой, неприятный, в общем, пожалуйста, пожалейте, если что, занимайте очередь. Пойдемте дальше.
все сотрудники МИДа, которые занимаются непосредственно работой с документами, постоянно на объекте не находились. Приезжали сюда по запросу, и в данном помещении они могли проверить состояние документов, при необходимости снять их копии, и только с копией они имели право подняться на поверхность. Ну а что же касается спецобъектов, то на самом деле многие спецобъекты периода проектировки и постройки 30-50-х годов между собой очень сильно похожи. Связано это с тем, что проектировали их чаще всего одни и те же люди, применялись там одни и те же технологии, да и строили их зачастую тоже одни и те же люди. Поэтому будет меняться их местоположение и предназначение, но в сути будет оставаться то же самое. Маскировочные здания на поверхности, ствол для спуска на основную глубину залегания и так называемые блоки, то есть сами помещения объекта. Правда, соревнования, считая мяча, хотим этого или не хотим, никогда не останавливается. Оно всегда продолжается, и стали появляться более точные и более мощные снаряды. В момент наземного взрыва образуется так называемая сейсмоударная волна. Простым человеческим языком это маленькое, локальное, но очень мощное землетрясение. Чем оно ближе к объекту, тем оно, соответственно, для него опаснее, потому что далеко. Не услышно. Ну да ладно. Собственно, маленькое, локальное, но очень мощное землетрясение, которое чем ближе к объекту, тем для него опаснее. Могут быть повреждены либо тюбинги, из которых объект сложен, либо болты, которые их удерживают. И тогда вся земля, что над объектом, сыграет с ним страшную шутку. И ничего хорошего не вышло. Поэтому в конце 50-х стали задуматься, а что с этим делать? Ну и приходят они к довольно изящному выходу из ситуации. Это так называемый фортификационный амортизатор. То есть по факту мы отделяем спецобъект от земли вокруг него, и за счет амортизатора мы гасим колебания сейсмоударной волны. Объектов с применением такой технологии было много и всяких разных, но один из самых типовых и массовых, также часто встречаемых, это подобные унифицированные командные пункты ракетных войск стратегического назначения. И вот в их случае, даже если снаряд идет куда-нибудь вот сюда, а это считается критически близкое попадание, счет идет уже на десятки метров, произойдет следующее. Да, их будет расти, да, их будет колыхать, причем очень сильно, но все три офицера, что каждые сутки вступают туда на службу, остаются живы, спокойно добираются до своих пультов, поворачивают ключи и наносят ответный удар по противнику. Собственно, причем, несмотря на то, что массово строить такие стали еще в 60-е годы, десятка-два, а то и три, до сих пор на территории всего бывшего Советского Союза несут свои боевые дежурства. Если говорить о том, сколько всего в Союзе было построено спецобъектов, тут цифра неисчислимая осталась совсем. Часть из них уже ликвидирована, часть еще не рассекречена. Наиболее интересных из рассекреченных можно обнаружить на данной карте. Собственно, даже те, которые помечены как заброшенные, я не рекомендую пытаться попасть. В нынешних условиях грозит минимум 2 годами уголовного срока, а максимум пожизненным за госизмену, густанию и прочие, порой скучные штуки. Так что, как гласят советские плакаты, ходите, люди, в музеи. Музеи в стране тоже хватает, они указывают специальный синий значок. Если же говорить о Москве, то в Москве к посещению доступно всего лишь 3 подобных объекта. В одном из них мы с вами сейчас находимся. Второй – это узел связи номер 02 на Таганке, ныне известный как бункер 42, бункер на Таганке, и почему-то бункер Сталина на Таганке. К Сталину лишь вообще никакого отношения не имеет. Собственно, касательно Таганки, там объект большего размаха, чем мы, и в этом плане с инженерной точки зрения интереснее. Но как музей холодной войны это тоже хорошо. Как музей именно про бункеры, тут уже сомнительно. Я там была трижды мне рассказывали разные вещи, и с документами там бьется процентов 30 из того, что рассказывают. Дальше там от себя, что называется, клюква начинается. Поэтому имейте это в виду. Зато у них есть рабочий лифт, ресторан и восковой сталин. Еще и ракет можно на нем всегда, вообще идеально. Собственно, это что касается глубоких объектов. Потому что вот такие глубокие объекты для простого и гражданского населения не строились никогда. По сей день самым надежным методом нас сами спасти в случае каких-то острых эскалаций конфликтов, враг в город остается эвакуация, в нашем случае сейчас уже куда-нибудь вот сюда. Я не уверена, но смею предположить. Потому что тут практически ничего нет, кроме леса. Собственно, туда нас с вами в случае чего эвакуируют, мы там отсиживаем, пока там с городом что-то не станет понятно, а дальше нас либо возвращают туда, откуда взяли, либо, соответственно, как-то дальше уже распределяют. Для тех, кто вынужден оставаться в городе, потому что далеко не все могут ехать в эвакуацию, из-за того, что они, например, работают на стратегически важных предприятиях, которые вообще ни в коем случае нельзя останавливать, что бы там ни происходило в городе, строятся убежища. Они похожи вот на точно на том макете, и в одном из таких расположился музей «Подземная Москва». Там очень хорошая экспозиция по теме всей московской подземки, спецобъекты, коллекторы, метрополитен, в общем, вот все, что есть под Москвой, но там собрано в одну кучу. Также хорошая экспозиция по теме гражданской обороны, там как будто бы само место обязывает. И даже есть свой хороший, но и небольшой, правда, узел связи с работающей аппаратурой того периода. Так что, если тут интересно, то ссылка на коллекцию вот на том стенде. Ну а мы с вами отправляемся в третий блок.
О. Мы с вами оказались в третьем блоке хранения документации. Здесь точно так же, как и в первом, от торца до торца стояли стеллажи, на которых хранились документы, и те самые сейфы шкафы. Здесь же можно увидеть, к чему была так называемая реконструкция. Объект остался даже без пола. Точно так же будет и тоннель в метро. Здесь можно будет ознакомиться с тем, как устроить метро из спецобъекта, почитать, как инструменты, которыми это все делается, более подробно рассмотреть тюбинги, из которых все это собирают, а также более детально ознакомиться с историей именно нашего объекта, архивных документов и чертежа. Здесь же у вас и начнется свободное время. О том, что закончилось, вас известит сирена С-28. Вы ее точно услышите в любой части объекта, и как только вы ее услышите, пожалуйста, сначала выходите в коридор и следуйте до самого конца гермотвери. Там мы с вами соберемся и отправимся на поверхность. Свободное время началось. Спускаться вниз, доходить до торца можно. Если вы смотрели сериал «Библиотекарь», то вот в том шкафу для вас есть небольшая пасхалка. Да. Стена дальше. Gezi bitiminde buradaki malzemeleri kullanabiliyorsunuz. Ну вот это 125. Ну да, я говорю 100, 125. Все, значит 125. Да. Вот. И, соответственно, для того, чтобы они синхронно работали. То есть они просто должны работать одной частоте. А какие телефоны? Закон РК-7, правда, РК-7. Раньше сказали, что радиация. Не подскажете? Şimdi biz de müze yönetiminden sizler için rica ettik. 5 раз. Nükleer alarmı çalıştıracağız.